Узор спицами диагональ. Добрый день! Сегодня я хочу показать, как вязать спицами вот такой очень простой, но очень красивый узор, который я назвала диагональ. Мне он очень напомнил диагональное переплетение ткани. Видите, эти полосочки, они идут как бы по диагонали. Мы рассмотрим два способа. Первый способ – это вязание по кругу, вот так как на этом образце. И второй способ – это двухстороннее вязание, как на этом образце. Начнем. Начнем сразу с кругового вязания. Я считаю, что этот узор больше подходит для кругового вязания. Значит, обязательное условие – это четное количество петель. Сам раппорт состоит всего лишь из 2 петель. Что мы делаем? Накид. Провязываем 2 лицевых петли и накид набрасываем на эти 2 петли. Еще раз. Накид, 2 лицевых петли, накид набрасываем на эти 2 петли. Вот получаются такие полосочки. Еще раз. Накид, 2 лицевых, накид набрасываем на 2 лицевые. Так мы вяжем до начала ряда, который вот у меня здесь отмечен маркером. Накид, 2 лицевых, набрасываем накид. Обратите внимание, что не нужно сильно затягивать накид, иначе эти полоски будут очень стянуты. Накид, 2 лицевые, накид. Набрасываем на 2 петли. Значит, вот мы довязали до конца ряда или до начала. Что теперь? Для того, чтобы узор получился, мы должны сделать смещение на 1 петлю. То есть в следующем ряду начало ряда у нас сместится на 1 петлю. Мы ее провяжем лицевой петлей и снова набросим маркер начала ряда. Дальше продолжаем вязать точно так же. Накид, 2 лицевые, набрасываем накид. Накид, 2 лицевые, снова набрасываем накид. Сейчас я вам покажу, как у нас получается. Когда мы сделали смещение, вот вы можете посмотреть, у нас полоски начинают быть в шахматном порядке. То есть получается вот эта диагональ. Получается, что в каждом ряду начало ряда у вас всегда смещается на 1 петлю. И вот я вам хочу показать на образце, как это будет выглядеть. Вот вы видите образец широкий такой. Вот здесь вот эта полоска – это у меня начало ряда, которое чуть-чуть смещается. Я не скажу, что оно очень заметно. Мне кажется, на большом полотне оно вообще практически будет не видно. Но имейте в виду, если вы вяжете, например, полосками на каком-то изделии, то лучше начало ряда, ну, где-то, например, ставить там сбоку, там, где шов. Тогда это будет вообще незаметно. Вот у нас такой узор получается. Эти полоски могут быть широкие. Этим узором может быть связано и все изделие. Почему нет? Можно делать их узенькими. Даже можно делать просто 1 полосочку такую, в зависимости от вашего изделия. Чуть позже я покажу, как это выглядит на изделии. А теперь я хочу показать второй вариант. Это двухстороннее вязание. Оно отличается от первого. Значит, все то же самое. Мы делаем в начале ряда, после кромочной, в лицевом ряду мы делаем накид, провязываем 2 лицевые и набрасываем накид на эти 2 лицевые. Накид, 2 лицевые, набрасываем накид на 2 лицевые. Так мы довязываем до конца ряда. Опять же, число петель здесь тоже четное, это обязательное условие, иначе ничего не получится.
набрасываем. Значит, я перепробовала несколько способов. И единственный способ, в котором получается такой же эффект, это тот, который я вам сейчас покажу. Все, мы довязали до конца ряда. Разворачиваем. Значит, сейчас мы провязываем кромочную петлю и провязываем одну изнаночную петлю для симметрии, для того, чтобы у нас полоски сместились. Дальше мы провязываем 2 петли изнаночными, нить впереди. Вот, вы можете посмотреть. Возвращаем эти 2 петли на левую спицу и обматываем вот так вот нитью их. Дальше опять переводим их на правую спицу. Все. У нас там получилась с обратной стороны полосочка, которую мы добивались. Дальше повторяем. 2 изнаночные. Нить спереди. Перебрасываем 2 петли на левую спицу и вот так вот обвиваем их нитью. Опять возвращаем их на правую спицу, эти 2 петли. Еще раз. 2 изнаночных. Нить спереди. Перебрасываем сюда 2 петли и набрасываем нить. Нить, кстати, тоже, обратите внимание, не нужно сильно затягивать, но и не нужно сильно отпускать. Все должно быть в меру, как обычно. И так довязываем до конца ряда. В конце ряда у нас останется одна петля, которую мы тоже провяжем изнаночной. В общем-то, узор получается такой же. Наверное, только по времени это будет дольше вязать, потому что вот эти набросы, переводы петель туда-сюда, это, конечно, занимает время. Но если узор вам нравится, вы можете так делать. Переворачиваем на лицевой ряд и смотрим, что получилось. Вот они в шахматном порядочке, эти петельки получились. То есть вы можете решать, каким способом вязать. Узор, повторяю, очень простой, очень красивый. А сейчас я еще хочу вам показать, как он выглядит в изделии. И как можно, немножко побыть дизайнером, что ли, и его сделать. Вот у меня есть такая футболка. Вы можете обратить внимание, что я начинала здесь с одной полосочки. Дальше я увеличила количество до 2, 3, 4 и так далее. То есть у меня эти полоски расширяются к низу. Можете обратить внимание. Мне кажется, этот узор очень хорошо подойдет для летних вещей. Он очень простой, эффектный и такой немножко эффект дает ажура. Красивого такого ажура. На этом все, что я хотела вам сегодня рассказать. До свидания. Вяжите с удовольствием.